Добрый день, я вас приветствую. Смотрите, поставили новые валы. Вообще не болтается, все, вот, видите, крутится. Показываю. Вот все разобрали. Поменяли, кстати, эти опорники. Поставили другие. Вот те же были разбитые вот эти места. Вот показываю. Ступицы. Все сальники новые, подшипники, состояние офигенное. Вот они все 4 ступицы. Все сальники новые. Кстати, сальники ставлю, вот, чтобы вы знали, мексиканские. Видите, написано Мексика. Сейчас у нас уже здесь тоже уже втулки завтулены. Новые абсолютно. Все, валы. А где валы проточены, показать? Сейчас валы покажу вам. Что все валы, оставшиеся два. Вот. Валы все проточены, смотрите, наварены. Сейчас по салону вам покажу, вы просили меня. Я в любом случае буду вот химчистить. По-любому. Вот он салон. Ковер этот, не знаю, можно убрать. Просто отмыть все. На фоне все стоит. Смотри, ставлю тебе коробку, чтобы ты видел состояние. Шестерни. Вот так вот она. Так, смотри, видишь, сальник, как говорил, мокреет. Коробку сняли. Вот она, коробка полуавтоматная. Это. Вот так вот. Сейчас будем менять и подшипник маховика. Вот сцепление. Сцепление вообще феррадо. У него четко по толщине. Пружинки все на месте. Подшипник маховика поменяем еще. Вот оно. Так подклинивает, скажем, крутишь чуть-чуть. Вот так вот. Маховик по выработке нормально. Так, друзья. Вот она, эта Коламбия каштановая. Хотел показать, как обычно мы проводим работу. Что здесь люди делают. Видите, мастерят всякие ручники, где держатся. Скелета, как правило, нету. Вот они, его куски, все разломано. Сейчас покажу. Вот оно все, вот видите, скелет. Это скелет, друзья. Я вот такие вещи вот держу новые в наличии. Видите, скелет для ручников, место, вот оно все. Это сейчас буду ставить я вот сюда. Как бы вам показать, я не знаю, вот так. Вот. Сейчас буду устанавливать новый скелет, чтобы держались ручники, чтобы держались вот здесь печки, чтобы магнитофон сюда можно было поставить. И все, и будет нормальный более-менее салон. Более-менее приятный, скажем так. Идеально разделу не сделала, идеала не будет, но вот это сейчас я отсюда все устраню, лишнее, что тут не подсоединено, подключу. И вот так. Ну все, идем дальше. Вот такая Коламбия полируется.
И вот такая вот красота получается. Зеркало, парни, зеркало. Сейчас вспышку включу. Чтобы видели, как металлики эти блестят. Ну все. Сейчас я уже себе приобрел диагностику, могу сам все делать. Стало намного легче на самом деле. Показываю его параметры, потому что говорю 500 сил, люди мне говорят, типа, ну, все 500, вот смотрите, видите? 372 киловатт, я сейчас на пальцем покажу, вот оно. Так, вот, видите, 372 киловатт. Если перевести его на лошади, это будет 500 лошадиных сил. Вот модель мотора, соответственно, вот она все. Это показываю его лошади, видите, еще раз, 372 киловатт. Сейчас покажу вам его диагностику, надув турбины. Покажу вам, что тут все в норме, все проверено. То есть это для вас, смотрите. Видите, надув турбины, смотрите, показываю. За 40 заходит. Здесь турбина стоит безъегерная, как бы турбина безъегерная, но она стоит чуть увеличена, поэтому такой у нее большой надув, то есть дует она офигенно. Я ее никак не отрегулирую, она как бы заводом все так предназначена. Надув турбины офигенно, на самом деле, ошибок нет никаких. Сейчас покажу на работу форсунок его. Честно говоря, я форсунки на самом деле, ну, для меня это как бы вот простой диагностикой, ну ни о чем, скажу так. Слушайте, как мотор работает, как отключает форсунку каждую, смотрите. Вот все. Форсунки, в принципе, в норме показывает, как бы, без проблем. Видите, цифры, вот они все, время отклика. Как бы, ну, опять, диагностика, на самом деле, это такая формальность, на самом деле, друзья мои. Это не покажет вам прям идеально, прям четко, не знаю. Да и по мотору, в принципе, я и так слышал, и всегда, даже без диагностики, что, типа, все нормально у него, понимаете, вот так. Сейчас покажу, в общем, всю машину, посмотрим ее. Итак, друзья, всем добрый день. Делал обзор Фредлайнера. Фредлайнер Columbia, 2003 год, 500-сильный автомобиль. Это тот Фредлайнер, друзья мои, который покупался с банка. Есть ролики, уже много роликов этой машины. Как я забирал его оттуда, во всю процедуру покупки все показывал, как я гнал. И вот он, окончательный финиш. Смотрите, сделали мы этой машине полный покрас. Полностью покрасили. Отполировали, может быть, видите, смотрите, как краска, видите, она прям зеркало на самом деле получилась. Краска, цвет у нее просто, не знаю, как вам показать. Сейчас, может быть, вот так. Металлик такой красивый вообще на свету, смотрите, как он переливается. Классный цвет вообще. Вот так вот. В общем, смотрите историю этой машины. Заказывал нам клиент, у меня серебристая такая же из Columbia. В общем, тоже опять же был у нас срок 2 месяца. Я, в общем, этот срок не улаживался, потому что блоки, получается, какая ситуация. Его родной блок на серебристом Фредди, расскажу вкратце. У него блок, короче, забраковал я. Потом хотел собрать на другой блок, а там, короче, буква одна в модели была разная. Пришлось купить мне 3-й блок. Я как раз клиент сейчас здесь, я покажу, расскажу ему все, что покажу блоки. Ну, короче, из этих блоков, короче, опять зависло все это, короче. И у человека работа, ему надо, допустим, 1 сентября, чтобы он был уже на работе. Там у него сроки, договора, контракты. Я предложил этого каштана ему, говорю, дружище, не успеваем. Ему понравился каштан этот. Мы, договорились, полный покрас ему сделали. Поставили калиновские фары, видите, на капот зеркала, хромовые зеркала. Вот такая машина получилась на финише. Вы можете посмотреть, какой он был до. Еще раз повторю, сделали полный покрас. Абсолютно поставили ему задние куски обвесов.
Поставили, получается, подножки эти все сзади. Смотрите, как она блестит. Ну, зеркало отполировалось просто вот. Можно бриться при хорошем желании. Просто, как, не знаю, на видео может быть плохо видно. А так, по факту, то есть он реально зеркало. Вообще, ну, я думаю, ему оно понравится. Вот такие зеркала, смотрите, на капот поставили рога. Все, мы с ним договорились, мы это все сделали оперативно. Там где-то в 1,5 недели, где-то, наверное, в 2 недели все это уложились. С покрасами, вот с этими сборками. Морда, калиновские фары поставили. Такая грозная морда, и цвет действительно приятный. И смотрите, что еще клиент заказал. Это внешний вид, само собой. Заказал он коробку чистую механику. То есть она же была полуавтомат, переделана под механику. Мы сделали из него, то есть поставили воздушную коробку, обычную на воздухе, без никакой электроники, поменяли. Сразу же поменяли ему там сальник коренной, там сцепление, все проверили, коробку. Ну все, в общем, сделали тоже этому человеку. Также он это заказал под него. Ну, по ходовке уже ролики, по-моему, были, как мы ходовку здесь это делали, там, ходовка само собой. И двигатель, трубу поменяли вверх, видите, наверх поставили. Все, что мы с ним договорились, то есть я это все выполнил. Сейчас машина внешне приятная, вот такой резиной. Тут я уже не буду сильно там по этой ходовке показывать. Тут так понятно, что все сделано, как всегда, скажу так. Что еще клиент заказывал такого под себя конкретно? Так, вот эти зеркала, повторюсь, еще раз он попросил хромом, это он отдельно платит. На капот также вот такой вот фред, очень красивый цвет, на самом деле вообще классный, действительно классный цвет, прям реально приятно смотрится. Эти хромы, ему, честно говоря, идут. И Колумбия, эти рога тоже, мне кажется, прям с решеткой. Ну, на мой взгляд, парни, пишите, кому-то нравится, кому-то нет. Это уже на усмотрение, то есть каждому свое, как говорится. Так, у нас сейчас по планам, что тут осталось электрик, сегодня придет, электрику закончат. И так, в принципе, все. Вроде все закончили. Сейчас покажу салон. Я только поставил туда скелет. Ролик я тоже вложу в это видео. Так, по салону, в принципе, тут ничего особенного, на самом деле. Такого, как он был. Вот мы поставили сюда Rockwell коробку. Чистый воздух, друзья мои, только воздух. Здесь же был смарт-шифт у него, мы сделали его чистым воздухом. Ничего особенного, вот он скелет новый. Вот такой у него салон. Ну, уже есть салон, видео много. Уже тут ничего не изменилось по салону. Я тут ему, скажем, руки у меня завязаны, что я могу сказать. Нету такого прям, знаете, там куча этого пластика фредовского, что я могу всем подряд ставить. Уже столько уже, честно говоря. Просто Фред это болезнь, понимаете? То есть у Фредов это реальная болезнь. Вот так это все. Кстати, двери, ручки, все это мы сделали, стеклоподъемники. Ничего особенного, парни, честно. Обычный фредовский салон. Видите, диоды он уже сам там уберет, что хочет, сделает. Вот так. Сейчас покажу, как он работает, покажу под капотом. Так, сейчас мы его заведем. Мотор очень резвый. На самом деле коробка я подобрал по передаточному числу. Получается, мы коробку поставили под его редуктора. Здесь сейчас я ему пропишу резина, потому что видно размер резины от них видно, ну, не совпадает у него. Он получается на 5 километров где-то не докручиваю. То есть здесь едешь 80, он показывает 75. Но я сейчас настрою. То есть резину пропишу, все пропишу, то есть все сделаем, будет у меня спидометр показывать четко. Вот так он работает, сейчас покажу вам под капот. Ничего особенного, парни, под капотом там тоже ничего такого нет, обычный Детройт. Мы его не красили, на месте делали. Я ему подарок сделал, 4 новых аккумулятора, мы с ним не договаривались. Тут стоит большая бесрегерная турбина. Тут все много, да, здесь. Уже ролики есть этой машины, то есть я сильно не буду тут ходить, показывать это все. Что могу сказать? Вот так он выглядит. Вот такой вот фредлайнер.
такой Фред получился у нас. Я не знаю, смотрите, парни, кому-то нравится, кому-то нет. Кому-то цвет красивый, кому-то нет. Но на мой взгляд очень красиво, даже очень. Тут сейчас у нас спереди новую резину пойдем переобуем, поставим. В принципе, тут делов, ну не знаю, ну, я думаю, за день успеем доделать. Так что вот так вот, смотрите, вот такая Колумбия. Короче, опять, друзья мои, посчитал, на этой машине опять остается практически бульон. Потому что действительно очень много затрат что-то получается конкретно, честно. Прям тратишь на машину и по внешнему, и вот эти все обвесы, которые здесь стоят, все три части, все новые. То есть все 6 частей обвесов новые стоят. Уже не стали его обвесы восстанавливать. Вот так она блестит, смотрите. Мотор четко работает. По мотору вообще вы сами понимаете. Мотор для меня это вообще отдельная история, это приоритет. По мотору вообще у нас это, я думаю, тут сомневаться не стоит. Что по нему? Все, друзья, мы тут рассказывать по нему в принципе нечего. Много чего сказано, много чего сделано. Посмотрите в ролике все дополнительно. Я вложу, что мы сделали конкретно под этого клиента. Видите, у всех людей разных. Кто-то мне говорил, по нему звонили, мне говорили, а давай верни полуавтомат, смарт-шифт сделай. А этот человек, да, я механику, как просто воздух, чтобы был, ничего не хочу, просто чтобы была воздушная обычная коробка, то есть без никаких там электроники, никакого там смарт-шифта, без ничего. Видите, кому что. Люди все разные, у кого всех пожелания разные. Главное, в итоге получают все рабочий автомобиль, все работают. По тяге, я думаю, он не будет жаловаться, что он плохо тянет или еще что-то. Расход у него будет очень маленький. Он работает идеально, на самом деле. Я уверен, что... Ну, форсунки тут все проверено. Понимаете, тут все сделано. Он будет гнуть нормально, ехать нормально. Зеркала тоже, смотрите, друзья, пишите, кому нравится, на капот. Тут хром, бока, видите, я поставил ему. Такие зеркала в наличии тоже держу. И крышки тоже. Вот зеркала, видите, вот крышки тоже хром поставил ему. Так, все вроде бы, что по нему рассказать. Все, друзья мои, сейчас, короче, вот такая машина получилась у нас. Я думаю, клиенту она понравится. Ну все, друзья мои, идем дальше. Много машин заказанных, много работы, много всего. Кстати, я забыл сказать, мы перенесли ему аккумуляторный ящик, тоже под клиента. Помните, может, он стоял здесь. Вот здесь он стоял, аккумуляторный ящик его. Мы поставили, он попросил, ему поставили вот сюда. То есть посередине мы вывели ему. Он завода там никогда не стоял. Раму пришлось сверлить и ставить этот аккумуляторный ящик туда. Ну вот так вот. Видите, под каждого, кто-то говорит выведи в бок, а кто говорит засунь его обратно, как туда, в середину. То есть все по-разному. В итоге получает человек рабочий автомобиль, красивый, технически исправный. Ценник, скажу, что небольшой, чуть выше экономки нашей, чуть выше 1,5, скажем так. Ну ничего, придется цены поднимать, потому что это уже безвыходная ситуация, хочешь не хочешь, потому что уже действительно работы выполняешь очень много, безумно много, а получаешь практически ничего. Так что вот так вот. Так что, парни, извиняйте, цены будут потихоньку расти, посмотрим. Все просчитаем. Небольшой процент придется поднять, потому что не вывожу, честно. Реально, сколько машин уже отдаю, потом в конце считаю, что... Потому что цена говорится, понимаете, тут какая логика работы. Цена человеку говорится до того, как она продается, понимаете. То есть она... Я ж не знаю, что с этой машиной, к примеру, вот даже с этим Фредом я покупал. Вот пришлось сейчас коробку на ней поменять, мотор откапиталить, редуктор перебрать, ходовку, все тормоза перебрать, передние тормоза все подключить, полный покрас на этой машине. Там фары, вот даже вот эти фары, эти зеркала, то есть это все, представьте, сколько это денег, можете представить, обвесы новые, сколько здесь денег, вы можете представить, сколько тут работы. Резину поменял ему сзади, тоже деньги, там, брызговики поставил, вроде мелочь, а в итоге накапливается прям сумма. Вот эта машина, представьте, сколько на ней работы сделано, и денег, вот представьте себе, сколько на ней сделано всего. Поэтому приходится деньги поднимать. Поэтому, говорю, цена говорится до покупки. Я уже цену никогда не подниму, друзья мои, никогда. Я сказал человеку сумму, все, в минус ухожу, в плюс ухожу, это уже все. Вот такая логика у меня работы.
И поэтому я не знаю, что с ней делать. При покупке, то есть, ты сегодня увидишь, где-то зуб, где-то поросенок, где-то блокировка, где-то там крестовина, где-то подвесной. Я же это не могу понять, где, как, ну, то есть, при покупке. Что-то не увидишь, пока не разберешь. Поэтому даже на серебристом чулок меняли, вот, тоже, который машину заказываю, чулок вареный, там, я же не буду все это оставлять. Поэтому делаем все, что необходимо, чтобы машина работала. Поэтому вот так вот. Надо что-то думать, надо что-то менять в своей работе, потому что работа для работы, чисто для работы. Это, ну, цвет, конечно, пишите, кому понравился. Вот на солнце, смотрите, как он переливается. Все, друзья мои, едем, идем дальше. Работа кипит. Смотрите, будьте все со мной рядом. Спасибо вам за все. Не болейте.